Народные промыслы – это именно то, что делает нашу культуру богатой и неповторимой. Расписные предметы, игрушки и изделия из ткани увозят с собой иностранные туристы в память о нашей стране. Почти каждый уголок России имеет собственный вид рукоделия. В русских промыслах отображается все многообразие исторических, духовных и культурных традиций нашего народа, некоторые из которых зародились столетия назад. Их сохранение и развитие является нашей важной задачей. Мы решили посетить маленькие и уютные города России и познакомиться с их промыслом. Всем привет! Вы смотрите первую серию нашего проекта о народных промыслах Нижегородской области. На протяжении 5 серий мы будем знакомиться и знакомить вас с различными городами Нижегородской области и художественными промыслами каждого из них. Каждую серию случайным образом определится, кто из нас станет ведущим и отправится в выбранный город. А куда же мы едем сегодня? Городец. Городец, это же знаменитая городецкая роспись, это пряники, это лимонад. А ты не спеши мечтать, мы еще не знаем, кто из нас туда отправится. Ну давай, на Цуефа. Нет, давай монетку. Монетку? Где ты это уже видел? Ну ладно. Орел, решка? Орел. Решка. Кажется, за пряниками сегодня поеду я. А я? А ты? На пары? Ну что, друзья, прощаемся с Добролюбовым, отправляемся в Городец. Вот мы и приехали. Городец. Городец – один из древнейших русских городов на Средней Волге. Возник во второй половине XII века как крепость для защиты рубежей Владимирской Руси от походов волжских булгар. Городец оставляет самое благоприятное впечатление. В городе сохранилась старинная застройка, каменные купеческие особняки, деревянные дома, часто на каменном цоколе, украшенные резными наличниками, живописная набережная, а также земляной вал XII века. Создано множество небольших музеев, развиты народные художественные промыслы. В общем-то, ради одного из них мы сюда и приехали, а именно городецкой росписи. Музейно-туристический комплекс «Город мастеров» – визитная карточка всего музейного городца. Комплекс отражает историческую составляющую разных эпох. Массивные бревенчатые срубы и легкая, изящная резьба сливаются воедино. Они воссоздают тот исторический фон, который имело старое купеческое село. В постройках с наибольшей полнотой воплощены лучшие традиции северных плотников, русский идеал красоты. В комплексе туристы и гости города познакомятся с историей возникновения народных художественных промыслов и примут участие в процессе их изготовления. Вас ждут мастера городецкой росписи, гончарного дела, жбанниковской свистульки, золотной вышивки, резьбы по дереву и работы с тканью, а также выставочные залы с лучшими работами мастеров ведущих предприятий НХПА и городецких ремесленников. Здесь также есть зал традиционных обрядов, где продают ароматный иван-чай с городецким пряником. Русскими обрядовыми песнями и играми гостей комплекса встречает фольклорная группа «Горенка». А теперь давайте пройдем внутрь, чтобы поближе познакомиться с историей городецкой росписи. Роспись начиналась с прялочек. Рядом со мной стоит прялка старинная, ей более 100 лет, тем не менее, можно на ней еще даже рисуночек рассмотреть. Прялки состояли из двух частей. Донцы, сюда девушка присаживалась, и гребня, на котором закреплялся материал. Может быть, овечья шерсть или лен, например. В этом месте гребень был съемный, и когда девушка не трудилась за прялочкой, то есть не заготавливала ниточки, донцы вешалась в избе как украшение для того, чтобы раскрасить наши с вами будни. Оттого росписи выполняются всей палитры красок, и краски очень жизнерадостные и яркие используются. Начинали роспись мужчины, и краски использовали натуральные, это были выжимки из ягод и отвара различных трав. Сейчас роспись ведется современной краской, темперой на основе ПВА, она быстро сохнет, не пахнет, и у нее как раз очень красивый и яркий пигмент. Особенностью росписи городецкой, ее отличием, например, от хохломы или гжель, является то, что роспись сюжетная.
Она, конечно, богата еще украшена растительными узорами, а самые распространенные сюжеты мы с вами можем вокруг на всех расписных поверхностях увидеть. Здесь у нас есть и катание на тройке, встречи гостей, различные гуляния, застолья, чаепития, есть даже знаменитый всадник и конь, где подразумевается, что всадник — это какой-то именитый генерал. Как работают мастера, мы можем с вами увидеть на данной таблице этапов росписи. Первый этап подготовительный. Дерево зашкуривается, покрывается грунтом, цветом при необходимости. Начало письма называется подмалевка. Следующим этапом начинается у нас оттеневка черным цветом. Белым цветом накладываются блики, называется этап разживка. Все живее и живее у нас работа получается. Следующий этап завершения обрамления. И в итоге все покрывается лаком. Лак используют необычный, он пищевой. Это позволяет нам использовать деревянную посуду с росписью для пищевых продуктов. Ну что ж, друзья, вот наконец-то выпала возможность попробовать в себя в роли мастера по городецкой росписи, попробовать, так сказать, своими руками, каково это было. И в этом нам сегодня поможет Ольга Сергеевна. Здравствуйте, Ольга Сергеевна. Здравствуйте. Что ж, с чего нам начать-то? Я вам предлагаю вот такую дощечку, так как городецкая роспись чаще встречается на разделочных дощечках. Здесь у нас дощечка в форме панно декоративного. Я вам предлагаю попробовать самый простой вариант. Это будет цветок, называется ромашка. И мы с вами попробуем прорисовать эти элементы. Элементов у нас 3 этапа. И начинаем мы расписывать. Берем кисточку, Так. берем красные красочки. На сухой прям? Ну, можно на сухую. Красный цвет — это главный цвет в городецкой росписи. Кисточку мы держим вертикально, 3 пальчиками, удобнее за железочку. И в центре дощечки пишется кружок. Примерно такого размера будет достаточно. Кружок — это основа цветка. Кисточку моем. Помним. Пишем листики. Так, это верхняя часть ко мне будет. У вас, значит, вот здесь. Листочков 3. Кисть моем. Обязательно сушим салфеткой. Это первый этап. Называется подмалевка, когда наносятся пятнышки. Берем немножечко черной краски. Кисточка вертикально держится. В центре круга маленький кружочек. Еще берем краску. Листики контуром обведем. Мы выполняем второй этап. Называется теневка. Ольга Сергеевна, откуда такие названия пошли? Интересно. Вот Это старое название. Это нашей росписи более 170 лет. Роспись пошла из деревень. И названия, конечно, такие вот, например, подмалевка, малевать. А некоторые говорят ляпать, мазать. Вот такие пятнышки. То есть даже разнообразие есть в названии. Да, даже старые мастера, например, говорили: не расписываем, а красим. Завершен второй этап. Кисточки промываем. Лишнюю воду на салфетку и берем белую краску. Верхний. Сильно. Да. А у вас не отдает. Красочки погуще берем. Листик. Это последний этап, называется оживка. Как? Оживка. Оживка. Оживляем. Даже заметно по нашему рисунку. А подкрутить? Это так подкручиваем. Может быть, немного воды взять? И подкручиваем вот так вот. Здесь уже поаккуратнее. Так, кисточку моем. И последний штрих — это рамочка по краешку дощечки.
прямыми линиями, пишем рамку. Здесь уже Красно. можно кисточку держать с наклоном. Получилось это вот самое простое. Кто к нам приходит впервые на мастер-класс, мы предлагаем вот такой простой цветок на такой маленькой дощечке. Ольга Сергеевна, суперский мастер-класс получился. Почувствовал себя в роли мастера самого настоящего. Ну, у вас, конечно, мастерство-то видно побольше, получше получилось. Вот, может, покажете тоже, как вот у вас сравнить. Вот. Ну, а теперь идем дальше. Let's go. Главный съедобный сувенир городца – пряники. Вы никак не избежите с ними встречи. Они повсюду. Их центнеры и тонны со всевозможными начинками и самых разных размеров. Друзья, вот мы с вами и посетили древнейший город Нижегородской области – Городец. Побывали в городе мастеров, попробовали самые вкусные пряники и познакомились с городецкой росписью. Наше видео подходит к концу, но мы с вами не прощаемся. Пишите в комментарии свои догадки, какой город мы посетим следующим. А я пошел доедать пряники.